Всем привет, это Гео, это 6-й выпуск. И тема 6-го выпуска, когда я чувствую, что живой. Блин, да вообще супер классная тема для выпуска. И, много есть что мне сказать. И я хочу, чтобы вы тоже поделились этим. Реально, очень хочу, чтобы вы поделились своими историями в комментариях. И рассказали вообще, чё как, когда вы чувствуете себя живыми. И начнем. Получается, я вообще, честно говоря, не знаю, как чувствовать себя живым правильно, что такое счастье. Ну, то есть я не нашел какой-то единого термина для этого. И получается, что я просто ловлю себя на моментах и такой, вот это, наверное, момент счастья. Вот это, вот сейчас я чувствую счастье. И для меня счастье это все-таки вот момент, эпизод. Это никак не про постоянное состояние. Потому что я спорил с кем-то на эту тему, что счастье на самом-то деле, оно постоянное. Ну, то есть, оно long term, долгосрочное. Вот, но мне так искренне не кажется. Вот, и, у меня был такой момент осенью в Берлине. Это была рабочая поездка, и я возвращался вот с официального закрытия последней части, и уже там на следующий день возвращаться домой, в Литву, и там я еще очень мало спал, потому что доделал работу в универе. Вот. И я так вот шел, уставший такой, довольный, потому что там и речь сказал, и вот сдал вовремя. И вообще хороший, люблю очень сильно Берлин. И шел такой в отель. Идти минут так, 20, было 25. И я иду просто, и такой вот ощущение какой-то вот свободы, вот отсутствие какого-то давления, какой-то такой спокойствие. Это была уже ночь, и там мало людей, мало машин, все так спокойно, но при этом очень живо и как-то так приятно. И я просто шел и почувствовал реально как будто бы, такой ощутил свободу воли вообще себя в этом моменте. И все так было хорошо. И в целом очень люблю Берлин. И, наверное, в тот момент я чувствовал себя тоже супер-мега живым и даже счастливым. Еще такой момент был в Португалии. В Португалии тоже рабочая поездка, и у меня было мероприятие было в Браге, я прилетел в Порту, и Порто это вот возле океана, а Брага нет. И я такой, а самолет обратно, у меня там супер короткий трансфер, то есть там час туда, и там вообще не будет времени, там нужно будет бежать, регистрироваться и искать гейт. И я такой, вот либо сейчас, либо никогда, условно. Вот, и я такой, все, делаем. Поправлю микрофончик. Вот, и получается, что я поехал на такси, быстренько такого, поставил точку какую-то, и просто стоял, это был мой первый в жизни океан, я на него смотрел, там был такой красивейший закат, я смотрел и просто получал абсолютную массу удовольствия, счастья, какой-то свободы и просто, и глаза немножко, практически расплакался от этого счастья, потому что это было настолько прекрасно, чисто, беззаботно и так красиво, что, это прям волшебно. Это было супер-мега волшебно. И я чувствовал себя живым. И на самом деле это не только про путешествия, хотя вот эти два примера про путешествия и какой-то вот такой катарсис эмоций максимальный. Просто катарсис. Да. Это вообще, очень реально круто. Очень реально круто. И советую очень, путешествовать по возможности. И даже иногда это делать одному. Потому что я еще одну историю расскажу. Я ездил в Швецию. И так получилось, что, то есть все время я тусил один.
И я гулял вообще, и у меня не было интернета, у меня не было роуминга, у меня не было интернета, просто ходил, скачал эту оффлайн карту и ходил по бесплатным музеям в Стокгольме, и просто гулял, это была такая пасмурная погода, дождик капал, я гулял, и это было настолько прикольно, весело, классно, много мыслей. Я тогда почему-то даже не ходил в наушниках, я даже не знаю почему я не слушал музыку, но это бы перебило вообще весь шум мысли, идеи, рефлексии. И вот этого реально круто, что я не был в наушниках, а просто вот смотрел на машины, смотрел на лодки, смотрел на людей и даже общался с людьми. И у меня был вот такой случай, как раз-таки я шел по парку, где-то в Стокгольме, я не знаю точно где, и там бабушки, короче, занимались, я не знаю чем, но назовем это зарядкой. То есть они стояли в парке, на холме, занимались зарядкой. Я что-то к ним подошел, такой, ну посмотреть, что происходит. Подошел, что-то такое, о, прикольно. И услышал, там было 2 русскоязычных бабушки. Я такой, это тема. Надо пообщаться, надо что-то сказать, потому что, это, как-то, люди, с которыми можно прикольно пообщаться. Потому что это бабушки, ну и дедушки, и в целом вот взрослые люди, у которых очень много опыта, реально это очень интересные люди для того, чтобы пообщаться. И поэтому, конечно, я не упустил возможности, и у нас был там такой, супер маленький смолток, они там рассказали, что они там из Одессы, и вообще, что они там переехали, и они там учат шведский, и вообще вот они там ходят в церковь. Короче, вообще вот поделились своей такой жизненной историей. Я восхитился. Вот тоже был такой вот, круто, вот круто, реально круто. И просто такое вот спокойствие, какое-то такое умиротворение от всего этого происходящего. Я такой, это, классно. Я дальше гулял, пошел там в Нобелевский парк, пошел в какой-то там музей, боже мой, как-то, Нордик, чего-то там, посмотрел все, этот магазин, музей игрушек был закрыт, я в него не пошел, вообще очень, реально медитация, вот прогулка в неизвестной стране, в неизвестном городе, без интернета, по карте, это реально must have, вот это реально всем советую попробовать. Отключить интернет, просто скачать себе карту и просто гулять. Это вот, масса эмоций, масса каких-то вот рандомных людей, с которыми ты там где-то поулыбался просто, где-то вот вы какие-то смолтоки, потому что там был какой-то остров, тоже вот как раз-таки возле вот этого Нордик музея, и там был такой, не знаю, частная школа, короче. И там вот дети, не дети, подростки, типа там моего плюс-минус возраста, бегали, короче, по кругу. И они вот бегали, а я просто сидел, такой, наблюдал, потому что там вот лодочки плавали, слева были какие-то супер красивые такие насыщенно синие золотые ворота, я такой вообще, в кайфе, сижу, наслаждаюсь моментом, и они так раз-два круг пробегают, и, короче, и в какой-то момент просто там 2 девочки останавливаются, и мы тоже там обсудили, я такой, вы там учитесь здесь? Они такие, да, вот 10 класс, я такой, 10 класс, а я тогда в тот момент тоже был там, то ли, да, в 10 либо в 11 классе, поэтому вообще какие-то вот, это все так мило, так комфортно, интересно, и вот приносит много эмоций, какая-то такая беззаботность вообще всего происходящего. И еще я хотел бы, наверное, в тему, когда я чувствую, что живой, рассказать, наверное, вот о помощи, просто вот помощи людям. И это вот больше даже не про ощущение какое-то счастья, но такое про ощущение удовлетворения и комфорта, потому что я столкнулся, буквально сегодня я брал Spark, вот, садился в него, там складывал вещи, и ко мне подошла девушка, женщина, и такая, типа, вот, ты там говоришь по-английски, я такой, да, типа, и она такая, вот, а где нам заплатить за паркинг? Я такой, вон там сайн, типа, вот туда подойдите. И она такая, вообще большое спасибо, классно, и все. И это такой, вот супер какой-то, супер простой, супер максимально быстрый, такой пам-пам-пам, но это все равно приятно с точки зрения, такого эмоционального наполнения и ощущения себя человеком, наверное, так.
Потому что потом, когда я уже отъезжал, они мне помахали, я такой тоже, блин, это все мило. Это такие какие-то мелочи, так просто, но это, блин, так ценно ощущать себя живым и вот в этом социуме, потому что, блин, на самом деле я реально супер как-то только в последнее время, я, наверное, и понимал это, но только в последнее время реально ощущаю вообще все, ну вот людей и простоту всего происходящего реально в округе, потому что ты такой, блин, вот подошел, что-то поздоровался, пообщался, реально это так просто, так не требует вообще ничего, требует просто вот огня в себе и хорошей погоды. Ну и хорошая погода не обязательно. И это все так круто, и это может приносить эмоции тебе и другим людям. И вот с этим добром, с помощью, с каким-то, с такой легкостью доносить это все и общаться, и коммуницировать, и, блин, помогать. И вот реально очень круто. Поэтому, наверное, вот в этих кейсах я чувствую себя живым. И я бы очень хотел, чтобы вы рассказали моменты, когда вы чувствуете себя живыми. В каких-то случаях, путешествиях, в каких-то местах, в каких-то ситуациях, поделиться этим. Вот, поэтому реально жду в комментариях истории, как вы ощущаете себя, когда вы живы и в каких ситуациях это происходит. Вот, и всем спасибо, это был шестой выпуск. Пока-пока, до встречи.